Символ 27-го года красная огненная коза шьем из картона. Выкройку я взяла на Pinterest, ссылку оставлю в описании. Для работы понадобится только крышка от яичных лотков. Универсальным клеем склеиваю детали, пока только рожки. Структура этого картона напоминает толстый фетр. Он легко прошивается тонкой иглой. Сначала наполняю синтепоном труднодоступные места. В данном случае это ушки. Теперь можно заклеить бороду и хвостик. Наполняем игрушку, не торопясь, небольшими кусочками, тщательно проталкивая их внутрь. При наполнении этот картон немного растягивается. Наполнить заготовку можно кусочками синтепона или обычной салфетки. Из одного шаблона сделаем две разные игрушки. Первую заготовку слегка смачиваю водой для лучшего сцепления и покрываю тонким слоем самозатвердевающей массы для лепки. Разглаживаю мокрой кистью. Смачиваю поверхность водой и прижимаю детали. Украшаю объемными снежинками. Не забываем смачивать водой. Вторая козочка делается еще проще. Наношу шпаклевку кистью с двух сторон в 2 слоя. Когда заготовка полностью высохнет, наношу на тело козочки довольно толстый слой шпаклевки. Будем имитировать шерсть. И формирую фактуру с помощью зубочистки. Когда заготовки высохли, делаю отверстие для подвеса с помощью шила. Окрашиваю акриловыми красками.
Первую козочку грунтую темно-бордовым, вторую в ярко-красный огненный цвет. Прохожусь сухой кистью, чтобы темный цвет остался в углублениях. Заснеживаю их губкой, тампующими движениями. Финишные штрихи, и у каждой козочки появляется свой задорный характер. Добавляю жемчужный металлик. Добавляем золотые рожки. У меня металлизированный воск можно заменить акриловым металликом. Нарядная тесьма и маленький колокольчик. Две абсолютно разные фактуры по одной выкройке. Какая козочка вам нравится больше? Сказочная, в снежинках или пушистая? Напишите в комментариях. Готовимся к праздникам заранее. Сохраняйте идею, чтобы не потерять. Увидимся!